Я встречался с лидером Хамас. Если уничтожить 8 самых богатых евреев, то прекратятся все войны в мире. Я же слышал про эту теорию, вот какой-то золотой круг людей, которым должны все поклоняться и их обслуживать. Да. То есть мы люди второго сорта, вот. Недочеловеки. Все бомбит. 700 детей в один день погибло в больнице этой. И куда годится это? Каким надо быть человеком для этого? Я его, говорит, как барана зарезал, говорит, руки, ноги, потом, говорит, по горлу, говорит, ножом, говорит. До тех пор не наступит судный день, конец света, пока не сразятся мусульмане и евреи, и пока мусульмане не победят евреев. Спасибо. Это был Нахта подкаст. Октября 2023 года случилось вторжение Хамас в Израиль. В ответ Израиль впервые за 50 лет объявил войну. Это тема сегодняшнего подкаста, где мы будем обсуждать, с чего вообще началась война, кто в этом виноват и чем закончится война. И мы долго думали, кого же позвать на подкаст на эту тему, с кем же можно поговорить. И нашли того самого человека, потому что его видео еще 9 лет назад, как он боролся за права Палестины, где он рвал флаг Израиля, и все это вы видели 100%. Давайте я представлю сегодняшнего гостя. Мне придется читать, потому что очень много регалий. Депутат 3 созывов. Первый омбудсмен. ЧППКР. Кстати, что это такое? Чрезвычайный полномочный посол. Это высший дипломатический ранг. Тоже первым получил в Кыргызстане. И госсоветник госслужбы 1 класса. Снова первый. И лидер первой политической партии в Кыргызстане Эркин Кыргызстан. Турсынбаев Бакир Улу. Да. Турсынбаев Бакир, добро пожаловать. Да, я сразу начну с уточнения. Тему Израиля я поднял в 2009 году. Это значит 14 лет назад. Даже 14 лет назад. Да, потому что тогда впервые Израиль провел ужасную бомбардировку сектора Газа. И погибло около 400 детей. Сейчас за один день 700 детей погибло. А тогда за весь период бомбардировки погибло 400 детей, младенцы и дети маленькие. И тогда я не вытерпел. Я в историческом музее Бишкека организовал чтение Корана, вывесил все фотографии убитых детей. Это жуткая была картина. 400 мертвых детей. Еще на А4 я сделал. Потом открыл книгу соболезнований, просто на площади установил. И что было удивительно, соболезнования выражали не только кыргызстанцы, но и туристы, которые были в это время в Кыргызстане. Они подходили, и там немцы были, американцы были. Вот что удивительно, европейцев очень много кто соболезнования оставил. Но потом, там же я провел митинг на ступенях исторического музея, там же я сжег израильский флаг. А вы еще сжигали его? Это в 2009 году. А в 2014 году, который вы говорите, 9 лет назад, я тогда на пресс-конференции в Аки-пресс вместе с Чубак Аджи Джалиловым покойным, с Өзбек Аджи Чоттоновым, там Кадр Аджи Маликов, то есть весь цвет исламского сообщества в Кыргызстане, я вместе с ними был, я разорвал израильский флаг, опять же, против бомбардировки сектора Газа, геноцида палестинского народа, и с советом «сходите в туалет» разорвал израильский флаг. Блин, я увидел только то, что было 9 лет назад, потому что, если вы говорите 14 лет назад, тогда мне было 6 лет. Вы представляете? Вот просто насколько это было давно. И давайте, наверное, перейдем к первому вопросу. Почему вы начали бороться за права Палестины? С чего вообще началась война? Как я понимаю, эта война длится очень долгое время. Потому что, почему я спрашиваю такой, на первое впечатление, тупой вопрос, потому что, сейчас век информационного мусора, я даже не знаю, чему верить, слишком много информации, и поэтому хочу вас уточнить. С чего вообще началась война? Нашим, наверное, зрителям будет более доходчиво объяснить, если мы вспомним, там, как этот сериал про Сулеймана Великолепного, «Золотой век», турецкий сериал, великолепный, да. И там впервые там говорится о том, что евреи так с помощью турецких султанов решали свои вопросы. И последний сериал – это про Абдулхамида II. Это последний император Османской империи. Там тоже, опять же, тема еврейская появляется, но там уже более организованная еврейская
так можно сказать, атака на османского императора, чтобы он дал очень много привилегий еврейской нации в империи. Но и так Абдул-Хамид дал такие привилегии, что даже удивился, что вам еще, говорят, надо. Вы и так привилегированная нация. Бизнес у них, золотой бизнес, там покупка, коммерция, все у них. Международный бизнес тоже у них. Но тогда уже зародились активно сионские программы о создании еврейского государства. Вот они пытались нажать на османского императора, который тем более перед Второй мировой войной ослаб из-за младотурков. Ну, их сейчас считают предателями в истории Турции, но они очень сильное наступление сделали на Абдул-Хамида II, и они ничем не гнушались, даже помощью евреев. Тогда были общие попытки покушения на императора. И вот с тех пор сильная атака была сионистского лобби на империю османскую, а когда уже произошла Первая мировая война, сам их Бог дал, развязал их руки, потому что Османская империя проиграла, и спустя через 2 года, если в 18 году там война закончилась, наконец тут победители собрались в 1920 году в Италии, в Сан-Ремо, и там они начали распределять территории Османской империи. Вот тогда впервые так разделили, что Сирия и Ливан отошли к Франции, а Палестина отошла к Великобритании. И эти европейские государства получили мандат и управляли ими. Но здесь сразу надо отметить, что благодарность, в кавычках, англичанам, евреи, которые тогда были, они начали и воевать с британцами. Потому что Британия не хотела, чтобы очень много евреев переселилось туда. И еще вот что интересно, сейчас же многие сионисты говорят, вот наша, говорит, историческая земля. Да. Но если так копаться в истории, тогда придется вернуть Греции все завоеванные им земли. Да, там, кажется, много чего надо будет вернуть, много кому. И персидскому царю Дарию тоже надо возвратить все цели. Германия то, что Гитлер завоевал, Наполеон то, что Франция завоевал, все надо возвращать. Поэтому это тупиковый путь в истории, когда хотят что-то вернуть историческое, вот мы там тогда обладали. Но мир-то меняется. И здесь даже что интересно было, вот до британского мандата на Палестину предлагали, вот сионистское лобби, она была организована в 1891 году, если не ошибаюсь, ваш коллега, журналист Теодор Грецель, австрийский журналист, сам еврей, загорелся этой идеей, потому что везде притесняют евреев, еврейские погромы в Европе, и во всех странах мира еврейские погромы. И он пожалел свой народ, надо, говорит, отдельное еврейское государство. Вот он первый раз разработал саму идею, да, идею еврейского отдельного государства. Но что удивительно, он не был сионистом, он не был даже верующим иудеем. Он был светским человеком, он родился в светской семье. Но идея вот то, что он был, если современным языком говорить, ультранационалистом. Только отдельное еврейское государство. Больше никого. Только мы сами будем жить там. И что удивительно, в ходе переговоров с европейскими лидерами и в ходе распространения, тогда появилось политическое крыло иудеев, сионизм, вот тоже сионская программа, говорят, что евреи должны там обрести свое государство, остальные народы им должны прислуживать, вот это сионская программа. Вот когда это все начало распространяться, они начали искать место, где создать еврейское государство. Не поверите. Первый план был создать в Аргентине. Да? Не Палестина. Вот сейчас очень многие хитрят, арабы на наших землях. Не. На Аргентине. А как так? Почему именно? Евреи. Они отличаются от нас. Они все продумали. Аргентина – огромная страна в Южной Америке. Богатства земные не измерить. Население маленькое. И вот здесь евреям было бы вшире, вдоль, поперек развиваться. И меньше проблем было. Да, но этот план не удался. Тогда они принялись за план от Америки, они южно отошли на другой континент, на африканский. Хотели создать государство Уганда. Сейчас есть государство у нас Уганда на политической карте. Вот это государство должно быть еврейским. Тоже провалился этот план. И в конце концов, когда они уже начали, против Османской империи, европейские державы настроили всех, кто был на ее территории, все подчиненные народы. С одной стороны, они возродили арабский национализм.
Вот этих Оман, Маскат, Бахрейн, Кувейт, вот этих Катар, этих государств не было. Это искусственное формирование после Первой мировой войны, после разгрома Османской империи. Вот на арабском национализме сыграли. А что вы под турками? Давайте против них. Здесь арабы поднялись, потом к евреям тоже. Евреи поднялись. Вот в фильме Абдулхамид тоже это есть. Там «Престол» этот фильм называется. И там тоже эта история описывается, как евреи начали бороться с Османской империей. И вот в конце концов, когда уже разгромлена была Османская империя европейскими державами и изнутри подчиненными народами, тогда в знак благодарности к евреям Британия сказала: хорошо, давайте в Палестину. Вот вам Палестина. Да, вот им повезло, да. А в Палестине жили арабы. Это еще документируется и XII веком. Еще раньше, когда крестовые походы были, после смерти Иисуса Христа, 4 век, 5, другие вот века, когда крестовые походы были туда, освободить гроб Господень. То есть крестоносцы воевали с кем? Не с иудеями, их было мало, с мусульманами воевали, вот начиная с 7 века. А до этого они... не с кем было воевать. Они считали все это христианское. А вот уже с 7 века, как мусульмане завоевали господство в мире, уже начали крестовые походы именно с мусульманами воевать. И тогда появляется историческая личность Салахиддин, который освобождает Иерусалим мирным путем от крестоносцев. Но это тоже опять наши люди сейчас, если не хотят, читающих мало книг, в фильмах могут посмотреть. Исламский полководец разрешил всем покинуть Иерусалим, и тогда крестоносцы удивились: мы же вырезали все мусульманское население. Вот это еще раз факт того, что мусульмане жили там. Мы, говорит, вырезали все мусульманское население, вы не будете мстить? Я, говорит, Салахиддин, даю слово, все покиньте. И король, и все эти покинули крестоносцы. То есть у них только вот где-то в исторических легендах, мифах было там царство Соломона, там другое, это 2000 лет назад. Потом государства не было. Там потом была Римская империя, потом Византийская империя, потом вот эти Османская империя. То есть не было государства евреев. И когда вот Британия в знак благодарности то, что евреи помогли расправиться с Османской империей, сказали: хорошо, переселяйтесь, тогда переселилось 35 тысяч человек из Европы. Они вроде переселение называют алия, да? Да, алия называют, да. И тогда переселилось где-то 35 тысяч человек. Но в основном переселенцы были после еврейского погрома в России. Вот сейчас удивляется, а почему Путин поддерживает Палестину? Это в корне у русского народа и у русских царей поддерживать всех, кто не еврей. Еврейские погромы всегда были в России. Поэтому где-то, если не ошибаюсь, где-то 85 тысяч евреев бежало из России туда, в Палестину, под британский мандат. Но из них где-то половина опять уехала в другие страны. Не смогла она там жить, в Палестине. Но остальные, вот в 1909 году, это я уже как историк вспоминаю, в 1909 году был заложен город Тель-Авив. Это тоже не исторический город евреев. Он был заложен в начале 20 века. Ему сейчас чуть больше, чем 100 лет. И тогда евреи начали обосновывать, обживаться в этом городе. И Россия. Все. Да. Больше, в основном это за счет русских евреев. А потом уже еврейские погромы начались в Европе, по всему миру, и все начали бежать туда. Но Британия запрещала им приходить. В конце концов, уже Британия не могла справиться с потоком еврейских беженцев, потому что земля обетованная, нам надо возвращаться. Там 2000 лет назад были наши цари, наш народ оттуда вышел. Они же как цыгане. Только одно отличие: цыгане живут за счет милостыни, а эти за счет бизнеса, за счет коммерции бизнеса живут. Банковский бизнес, там, золотой бизнес и так далее. Вот два кочующих народа. И тогда Британия обратилась к вновь созданной Лиге наций. Я не справляюсь, пожалуйста, сами определите судьбу евреев и Палестины. Я вот недавно увидел видео, удивился, до этого я не знал. Я думал, СССР просто был гарантом, одним из 4 гарантов за создание еврейского и арабского государства на территории Палестины. Оказывается, автором этой идеи был Сталин. Что отдельное еврейское государство. Даже в этом документальном фильме показывают переписки с Громыко, который был постоянным представителем в Лиге наций. Даже его освободили от посла США, вот более значимый, говорят, должность посла постпредставителя в ООН. И давай там сиди.
И вот в Лиге наций, тогда Лига наций называлась, Громыко, и Молотов тогда, лидеры советские, они только вот этот план притворяли в жизнь создание еврейского государства. Об этом многие не знают. В чем была логика? Всегда вот говорили, Сталин это в основном громкие еврейские дела начинал и многих казнил, расстрелял многих евреев. Но почему здесь он выступил за создание еврейского государства, для меня как историка загадка. Но Советский Союз, оказывается, был инициатором создания отдельного еврейского государства. Потому что до этого был этот вопрос, оказывается, создания арабского государства, где были бы евреи меньшинством. Были еще два варианта. Создать еврейское государство, но с арабским меньшинством. Но эти планы не прокатили, не прошли. Ну и создание отдельного еврейского государства, это, оказывается, инициатор Сталин, он так подвел, что идею двух государств постепенно, хотя резолюция была ООН, они заменили на то, что будет Израиль только. И обидно, конечно, то, что мы в советское время, вы-то молодые. Меня вот, вообще не было. Да, а ваш отец, наши отцы, мы всегда поддерживали Палестину. Даже со школьной скамьи, я помню, мы писали письма в защиту Ясира Арафата, лидера Организации освобождения Палестины. С его портретом мы всегда приходили бланки, мы писали пионеры, октябрята, комсомольцы в защиту Палестины, что арабы должны иметь право на создание своего арабского государства в Палестине. А по итогу СССР, оказывается, это один из факторов создания? Удивительно, но это было после смерти Сталина, то, что мы поддерживали. А до этого, оказывается, Сталин вот такую вещь провернул. Но это, я думаю, свое слово должны сказать российские историки, потому что документы у них, все архивные документы у них. Только они могут рассказать. Да, вот я вот только один документальный фильм посмотрел, удивился как историк, почему мы, студенты из ФАКа, не изучали это материалы. Ну, конечно, в Советском Союзе многие архивы были закрыты, но вот это нонсенс. И, конечно, здесь, когда уже Британия приложила силу, Франция выступила гарантом, США и СССР. И никто из них не сдержал свое слово. Вот отсюда начинается, вот отвечая теперь конкретно на твой вопрос, все конфликты между арабами и евреями. То есть было объявлено создание еврейского государства Израиль, они даже не стали ждать окончания британского мандата, за один день до этого объявили, ура, первое еврейское государство создано. А потом они отказали в этом арабам Палестины, и арабы тоже, как и другие многие народы, в том числе и тюркские народы, не сплоченные. Нет согласия. Но они думали, сейчас с шапками закидаем новое созданное еврейское государство. А еврейское государство с помощью США, Британии, Западной Европы. Я вот где-то читал то, что вот после создания еврейского государства сразу же им объявили войну, и сразу 5 стран, вот и их чуть не уничтожили. Да, я говорю, вот шапками хотели закидать. Думаю, кто такой Израиль? Там евреев собрали со всего мира, да. Они забыли одно. Их же поддерживают США и Западная Европа, как и сейчас. Вот сегодня тоже поддерживают эти государства Израиль. Вот вы знаете, вот вы больше понимаете в геополитике, вот мне интересно, почему США, у них вот идея поддержки и евреев, да, вот почему она их поддерживает, для чего? Ну, во-первых, мы должны сказать, что отцы-основатели Соединенных Штатов Америки тоже евреи. Даже так? Да, даже так. Во-вторых, очень мощное еврейское лобби в США. Не только в США, во многих странах мира, в первую очередь в США и Западной Европе. Вот вы слышали, наверное, термин «мировое правительство»? Да, да. Вот это и есть. Сами евреи говорят, если уничтожить 8 самых богатых евреев, то прекратятся все войны в мире. Это Рокфеллеры, все вот эти. То есть мировой капитал – это еврейский капитал, они правят миром, и они, даже сами вот эти раввины, высшие раввины Израиля говорят, нас только слушается, в том числе и президент США, президент России Путин, все нас слушаются, как мы скажем, так и будет. Это люди могут сами вот прослушать в интернете, это не мои слова, кто скажет, что там это антисемит и так далее. Нет. Я знаю, что среди евреев есть очень много хороших людей, есть и мусульмане евреи, есть еще ортодоксы, которые, как и я, сжигали, рвали израильский флаг, выступали против Израиля, сами евреи и иудеи. Сами евреи. Да, поэтому говорю, что это неоднородный народ. Поэтому я никого не антисемит, я просто констатирую исторические факты. Поэтому во всех вот этих европейских, международных скандалах, войнах замешаны евреи. Это мировое правительство, в том числе и масонская ложа.
Вот, кстати, про масонов как раз-таки у меня сейчас хотел задать вам вопрос. Есть теории заговора, да, их очень много в интернете, и везде они связаны с евреями, да. Я вот это все слушаю, видел там сколько лет, и у меня такой вопрос возникает, почему евреи такие? Ну, типа, почему они смогли так много почестей завоевать в других странах, хотя они тогда не имели своего государства? А как так вышло? Они что, ну, сверхлюди, я не знаю, вот как так? Вот такой логический вопрос. Но один из причин назвал Адольф Гитлер, когда призвал расправиться с евреями. Его знаменитая речь, когда он выступал на съезде своей партии, и тогда социал-националистической партии Германии, он тогда сказал, это народ, который не имеет своего клочка земли, но они везде есть. То есть здесь сионистские щупальца по всему миру. Любую страну возьмите, обязательно есть там влияние евреев. Даже вот где я был послом Малайзии, там тоже было. Да? Да, там в противостоянии власти и оппозиции, там свою роль играл и Израиль. У них агентура очень сильная. Не зря говорят, что Моссад самая сильная разведка. Но кроме Моссада там у них другие структуры самые сильные. Ну, потому что денег-то много. Еще не отнять вот за все историческое время их гонений, еврейских погромов, они так были вышкалены, что они в первую очередь за счет мозгов любой вопрос решали. Вот мы пока с вами думаем, евреи давно придумают что-нибудь. Там жизнь их заставила быстро думать, иначе смерть. Переучила. Да, да. И в-третьих, конечно, то, что богатство, основное богатство мира в их руках. Вот. Поэтому деньги правят миром. Это не я придумал, не вы придумали, это исторический тезис. Деньги правят миром. А деньги у кого? У евреев. И еще четвертая причина, по которой так и развивается и масонская ложа, и мировой сценарий, есть сионская программа, которую разработали идеологи создания сионистского государства. То, что все остальные народы должны подчиняться, их назвали Гой, то есть мы с вами все гои. Я, кажется, слышал про эту теорию. Вот какой-то золотой круг людей, которым должны все поклоняться и их обслуживать. Да, да. То есть мы люди второго сорта. Ага, вот. Недочеловеки. То Гитлер назвал их недочеловеком. Теперь они сами называют недочеловеком всех, кроме евреев. Мы с вами гои. Есть термин такой гой. Только не путайте с именем французского писателя, он тоже однофамилец, но с этим словом. Но здесь слово «гой» это означает не еврея, который должен прислуживать евреям. Вот эта сионская программа, по этой программе и создано израильское государство, и согласно этой программе они уничтожают арабское население у себя на территории. Вот последний призыв на днях прозвучало, что сперва сказали там головы вот эти радикальные сионисты, мы полностью уничтожим сектор Газа. А некоторые говорят, мы сократим масштаб Газы, то есть маленький. И так наши посчитали размером Соколовский район. Еще меньше, говорят, сделаем. То есть это их сионская программа. Ох, вот сколько информации, за которую вообще нигде за интернет, за прочтение еще не получал. Но, по крайней мере, очень интересно. Спасибо, что вы это все рассказываете. Вот слушайте, друзья мои вайки, вот такой вопрос возникает. Мы сейчас живем в век, где у нас все осуждается, где мы такие все такие чистые, где у нас есть много правил. Там, если что-то высказываемся о каком-то народе, нас могут сразу приравнять к нацизму, к фашизму, да. И вот сейчас мы обсуждаем такую острую тему, где мы ходим по тонкому льду. Как быть, да, вот как мы докажем, что это вот правда, то, что все, что мы рассказываем? Во-первых, мы опираемся на исторические факты, мы приводим исторические события с указанием имен, фамилий, годов, даты, когда это произошло, стран. И поэтому здесь никто не может нас обвинять, что мы какую-то ложную информацию, фейковую информацию даем. Во-вторых, мы отметили все хорошие стороны еврейского народа и даже отметили, что она неоднородна, она состоит и из самих ортодоксальных евреев, которые сами против еврейского государства Израиль, за уничтожение этого государства, против израильской символики звезды Давида. Есть евреи и мусульмане, мы это отметили. Кроме того, мы отметили, почему евреи считаются самым умным народом. Мы привели причины. Так что здесь никто нас не может обвинить. Тем более, если в этот термин вникнуть, то можно в антисемитизме обвинить и тех, кто против арабских стран. Это же двоюродные братья. Да. Мы знаем, что от жены пророка Авраама происходят мусульмане,
Поэтому здесь и сами евреи тоже признают, эти наши двоюродные братья, и язык они могут друг друга понять. Как у нас кыргызы с казахами. Где-то мы говорим «с», казахи «ш» говорят эту букву. То же самое у них. Арабы говорят «ассалам алейкум», те «шалом алейкум». Ну, то есть одинаковые. Поэтому нельзя тогда говорить и про арабов тогда, если в антисемитизме нас попробуют упрекнуть. Мы, наоборот, хотели бы, чтобы эти два семитских народа жили в мире. Без войн. Без войн. Тогда был бы мир спокоен. Ну, представьте, Израиль – это маленькое государство в окружении арабских стран, и еще она самая высокоразвитая страна в этом регионе, и она ведет не только успешные войны, но она еще успешно развивает свою экономику. Сколько наших туда поехало учиться, как сельское хозяйство вести. Даже вот это каплеворошение наши научились там, весь мир учится у них. То есть они почти на такой голой земле, как японцы, они взращивают очень много культур. Есть чему поучиться. Но мы сейчас говорим о том, что мешает нормально жить в этом регионе, ближневосточном. Это сионизм. Это не все евреи. Мы уже историю об этом сказали с вами, что есть сионская программа. Мы рассказали о журналисте Теодоре Герцль, который создал эту сионскую теорию, и согласно этому они сейчас пытаются изменить мир в свою пользу. Но здесь надо учесть интересы других-то стран. Мир-то не будет состоять из одних евреев. Они сами без нас не обойдутся. Вот это, согласно сионской программе, мы должны им прислуживать. Им нужны рабы. Поэтому уничтожить другие народы это не удастся. Вот смотрите, я вот когда сверял информацию вот про Палестину и Израиль, как, если простым языком объяснить, в моем понимании, как я понял это. То есть, с одной стороны, это сионисты, которые одержимы своей вот этой идеей. С другой стороны, видимо, автор того контента, который я смотрел, не так любил исламский народ, но он сказал то, что с другой стороны террористы, Хамас. Вот я хотел бы задать вам вопрос про Хамас. Многие страны, даже ООН, признала Хамас террористической организацией. Но при этом Хамас возникает от самого палестинского народа. Я это тоже сверил. И как же их можно приравнять, как же их можно описать? Потому что информацию, которую я прочитал, они напали первыми за первые 50 лет. Ну, как по мне, это ожидаемо, это было понятно. Но вот для зрителей, которые вот прям с этим, они не могут, короче, этот факт принять. Но мы с вами уже до этого углубились в историю организации по освобождению Палестины. Да. Это была сильная, мощная организация, но она, к сожалению, ослабла после смерти долгие годы, вот, который руководил им Ясира Арафата. Да. Ну, особенно после отсутствия уже на политической арене Советского Союза, поддержки лишились эти организации, и поэтому там начались раздраи. И здесь возникают две мощные организации. ФАТХ, это Махмуд Аббас, нынешний президент палестинской автономии, и в секторе Газа Хамас. То есть ФАТХ проиграл выборы в секторе, там были демократические выборы, чему могут позавидовать многие постсоветские страны. И там в результате выборов на западном берегу Иордана побеждает ФАТХ, Махмуд Аббас, а здесь побеждает Хамас. И тогда Хамас начал. Тогда Хамас не был ультра каким-то радикальным движением. ФАТХ был ультрарадикальным движением. Но в конце концов, когда уже обюрократизировалась вот эта партия ФАТХ, уже начал радикализироваться Хамас. Поэтому он выиграл в секторе Газа. Люди сказали, вот он действительно борется за независимость Палестины. И вот с этих пор в секторе Газа правит Хамас. И теперь почему Хамас напал? Мы уже насчет территории сказали, что он сродни нашему Соколовскому району. Небольшой район. Вот столько бомб, даже посчитали, что за 12 дней столько бомб упало на сектор Газа, сколько за один год на Афганистан. Представьте, Афганистан бомбили столько, а здесь на маленький клочок столько бомб упало, поэтому жертв так много. Почему Хамас на это пошел? Я, чтобы не быть голословным, буду опираться на их телеграм-сайт. Не хамасовский, а палестинский. И в этом сайте, в телеграме, на русском языке, кстати, там могут все подписаться на это, каждый день просто на улице застрелят женщину. Подозрительно показалось, сионисты, солдаты полицейские Израиля, детей подстреливают.
либо арестовывает. Уточняющий факт, это было еще до начала вторжения? Это все на протяжении 75 лет. Каждый раз выходила информация, что там застреливают или что-то происходит, да? Да. Вот если есть фомы неверующие, они могут в мой Инстаграм зайти, в ТикТок, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, ВКонтакте.ру, во всех этих социальных сетях я есть, да, кроме, у меня только слабый YouTube, я теперь за это берусь. Везде есть видео у меня, если их не удалили, администрация, а часто удаляли их, и есть фотографии там, как убивают палестинцев в мирное время. И поэтому все это накипело. Если бы была бы эта огромная территория, не было бы заметно. Вот представьте, отрицательная энергия накапливается в маленьком клочке земли. И негде пар выпустить. Еще здесь Хамас ощущает конкуренцию, потому что если он сейчас не будет получать доверие населения сектора Газа, то опять Фатх победит на выборах, и тогда они лишатся власти. Поэтому здесь они как на вертеле. Крутились, больше выхода нет. Надо только бороться и заявить твердо, что должны добиваться либо прекращения унижения, оскорблений палестинцев, либо увеличения прав автономии, а конечная цель – это создание независимого государства Палестины, к чему и сейчас подводят лидеры многих стран, в том числе самый большой друг, я думаю, это Турция, Иран. Они говорят, пришло время создать, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года, создание арабского государства Палестины. Вот сейчас к этому идет. Вот Хамас за это сейчас тоже схватился, только в этом случае, говорит, борьба прекратится. Ну и здесь вопрос встает, откуда столько вооружений у Хамаса? Ведь вот этот железный купол Израиля, он всегда почти 100% сбивал все ракеты. Ну, ракеты там, и так говорят, самодельные ракеты. Плюс я вот, прочитав информацию, понял то, что это была настолько подготовленная атака, сколько, за первые 50 лет они так вторглись, то, что никто этого не ожидал и не смогли это отразить. Ну, я говорю, арабы тоже семиты, у них тоже голова работает, не только евреев. Они все проанализировали, послали по 10, по 15, по 20 ракет, 100 ракет, их сшибал железный купол, уничтожал эти ракеты. Вот тогда и придумали, что надо более 2000 ракет пустить, и эта система противовоздушной обороны рухнет. Во-вторых, они, видно, что у них инженеры очень сильные, разработали более сильные, чем раньше вот эти ракеты, которые были, от трубки труб, огрызки труб были. Сейчас более современные они ракеты придумали, дальность полета, разрушающая часть больше. И еще у них стрелковое оружие появилось. Наверное, все-таки есть у них поддержка за рубежом, и есть страны, которые поддерживают Хамас, и есть у них собственные бизнесмены, которые собирают деньги, покупают оружие. И так вот эти, как на параплане, атака, это я только в фильмах смотрел, а то впервые увидел, как Хамас атакует израильских солдат. Они ничего не смогли сделать. Как вы сказали, вот правильно, они ошарашены были, они не ожидали, что те, которые они каждый день давили, как тараканов, и эти с оружием на них поперли, еще убивают их. Они были ошарашены, они были шокированы, и поэтому Хамас добился вот этих успехов. Вот смотрите, со стороны человечности я вот много мнений в интернете прочитал, и многие склоняются к такому, самое правильное их мнение, по их мнению, да, так, тавтология, говорят, мы осуждаем Израиль за долгие годы теракта, также мы осуждаем Хамас за все их действия. С точки зрения человечности, правильно ли они поступают? Потому что, они считают себя мусульманами, а у нас в исламе, да, одно убийство чего стоит, а они так взяли, вторглись, с точки зрения человечности. Сейчас я скажу сенсационную новость. Я встречался с лидером Хамаса. Серьезно? Но не сейчас. Это было несколько лет назад на международной конференции «Весна в арабских странах». Там он приехал. Мы с ним разговаривали. Ошарашен чуть-чуть. 15 секунд пока передышка. Да. Нормальный мужик, лидер Хамаса. Но видите, в чем вопрос получается? Просто Израиль не оставил других средств для деятельности Хамаса. Я вам привел сайт Палестина, любой может в Телеграме записаться, там посмотрят, там все, там не уничтожаются архивы. Каждый день, каждый час кого-то убивает, кого-то арестовывает. И
И все претензии к Хамасу, потому что Хамас – законная власть в секторе Газа. И еще к тому же сам Израиль, и в том числе их знаменитый, восхваленный Моссад, другие структуры, они сами позволили Хамасу усилиться. Они хотели, чтобы Хамас и Фатх всегда друг с другом воевали. А еще от Юлия Цезаря есть принцип «разделяй и властвуй». Римляне тоже так делали. Стравливали народы друг на друга. Либо один народ разделяли на два части, они друг с другом шкубались. И вот здесь Фатх и Хамас шкубались. Да тут даже и по расположению, то есть они находятся в разных сторонах, да. И между ними Израиль. Но Фатх-то был и в секторе Газа. Когда Хамас победил, Хамас-то их вытеснил, не только так морально вытеснил, и физически начал вытеснять. Много убийств было членов Фатх, руководящих. Хамас начал убивать. Поэтому фатховцы все бежали туда, на западный берег Иордана. Вот. Израиль сам причастен к этому. Он сам предложил руку, чтобы разделить палестинский народ на две части, на две воюющие стороны, противоборствующие стороны. И здесь Хамас, я думаю, он просто... Сейчас я вот присоединяюсь к теории, которую Максим Шевченко сказал. Есть хороший российский журналист, ваш коллега и политолог. Он сам не мусульманин, но всегда трезво анализ дает. А почему, говорит, когда Хамас напал, там вот этот фестиваль был, этнофестиваль был еврейской молодежи. Кстати, да. Которые... Почему именно в этот день? Потому что Максим Шевченко говорит, что хамасцы об этом не знали. То есть они не намеренно? Нет, не намеренно, они не знали об этом. А есть где-нибудь доказательства вот этого? Вот Максим Шевченко приводит примеры того, что рядом с КПП Израиля это было, в случае чего, говорит, КПП защитит. А хамасцы не знали, что там фестиваль идет. Это взгляды Максима Шевченко. Еще есть вопрос подумать о том, что информационная война идет жесточайшая между Израилем и Хамасом. Вот то, что говорят, 40 детей они обезглавили, хамасовцы, нигде нет факта. Угу. Только вот журналистка израильская услышала разговор солдат, туда не ходите, там 40 обезглавленных младенцев. Только слова. Даже вот я посмотрел интервью российского посла, то есть израильского посла в России, в Москве, это я посмотрел по каналу РТР, он тоже говорит, они такие звери, говорят, хамасовцы, 40 младенцев убили и обезглавили. И российский журналист спрашивает, а можете фотографии показать, продемонстрировать? Лучше вы, говорит, не смотрите, говорит. Жестоко, говорит. То есть отказался показать посол, якобы имеется фотографии. И по поводу убийств 250 участников этого фестиваля тоже нет данных, что именно 250 человек погибли. Поэтому в этой информационной войне надо отделять фейки от истины. И пока это противостояние не закончится, мы не сможем сказать, где истина, где фейк. Потому что это сильнейшее... Я просто удивляюсь, как Хамас противостоит израильской, хваленной израильской пропаганде. Любой другой народ проиграл бы. А здесь всего 2 миллиона, там 200 тысяч человек в секторе Газа, еще она облуплена со всех сторон Израилем. И там они не только оружием противостоят, еще и информационную войну выигрывают хамасовцы. Вот про информационную войну я много видео видел, где якобы представители Хамаса на грузовике, там, на убитых трупах там, стоят, висят, кричат, там, и описание там было, ну, короче, написано было, что это Хамас, вот так, это террористы чистого вида, то есть на вот эти видео, что можно сказать? Вы правильно сказали, что в исламе это все запрещено. Я вот когда говорил, что лидером Хамас встречался, мы с ним об этом тоже говорили. И говорили, как раз были вот эти все революции, когда было убийство Муаммар Каддафи в Ливии, свержение египетского президента, все это было. И в том числе и ситуация в Израиле обсуждалась там, с Палестиной, с Ливаном и так далее. Но они придерживаются устоев ислама. Вот то, что вы сказали, убийство одного невинного человека приравнено к убийству всего человечества. Это Аллах не зря предупреждал в Коране, нельзя этого делать. И сейчас я вот к вашим словам хочу доказательства привести. Вот очень многие американские политики, актеры опростоволосились. Они берут фотографии убитых палестинских детей, либо женщин. Вот, говорят, израильские женщины, израильские дети. А потом выясняется, что это палестинцы, они сразу удаляют эти свои посты, твиты удаляют, особенно в Твиттере. Поэтому в этой информационной войне надо быть осторожным. И
Я, например, видел, как сионисты, ну, евреи, в футболках, свои шапочки, они раздели трупы арабов, вот, хамасовцев, пинают их, писают на них, это тоже тяжело смотреть. Ну, может, такие же фильмы они смотрят тоже, но просто в информационной войне, как говорил Геббельс, ничем не гнушается. Чем ужаснее ложь, тем правдоподобнее. Вот этот принцип Геббельс заложил, и этим принципом все пользуются. И сегодня, вот, когда хотят обвинить только одну сторону, Хамас, но он же не завоевал огромные территории Израиля, чтобы так действовать. Он только вот рядом ближайшие города зашел, и то там есть интервью в Ютубе, как еврейское население хорошо отзывается. Да, Хамасы были у нас дома, никого не тронули, там попросили бананы и ушли, и так далее, и так далее. Но то, что они заложников захватили, это, конечно, плохо. Вот я как раз вспоминаю, как я освобождал заложников в Баткинской войне 1999 года. Это тяжело. Я одного заложника не успел освободить, потому что власть думала, отправлять меня или нет. И убили участкового села Зардалы. Убили их, и там потом видела этого боевика, исламское движение Узбекистана, он хвастался мне. Я его, говорит, как барана зарезал, говорит, руки, ноги, потом, говорит, по горлу, говорит, ножом, говорит. Я его не успел, потому что власть меня не отпустила. Потом только власть меня отпустила, я спас всех. И кыргызских солдат во главе с генералом, и всех японских граждан вместе с переводчиком. Вот я сейчас вспоминаю, как эти были заложники, потому что я сам вот единственный на территории СНГ, который живыми спас всех заложников. В России такого не было. Вот театр Норд-Ост, там около 200 человек погибли. И в основном это мирные граждане погибли, те, которые пришли спектакль смотреть, из-за неудачных действий российских силовиков. А нужно было переговоры. Вот там врач был детский, фамилию сейчас забываю, вот он где-то 10-15 человек спас. Потом этот Кобзон, певец, спас там несколько человек. Надо было путем переговоров. А вот сейчас я сам против того, чтобы заложники брали. Заложникам берут обычно невинных граждан. Вот это лишнее, я думаю. Но, думаю, я сейчас вспоминаю слова лидера исламского движения Узбекистана Тахира Вилдашева. Он погиб потом, после 11 сентября, после того, как Афганистан бомбардировали. Вот он мне одну вещь сказал. Когда он хотел меня убить, я сказал, что там я видел 4 раза смерть в ходе переговоров с ними, чтобы остановить войну в Кыргызстане, чтобы освободить всех заложников, пленных, и чтобы они ушли из Кыргызстана. Вот тогда Узбекистан нанес бомбардировки на пограничном участке Таджикистана и Кыргызстана. И в ходе переговоров, когда я вел переговоры, уже договорился, что они уйдут с Кыргызстана, он опять вернулся со своими маджахедами, меня связали, хотели убить, тоже зарезать. Я говорю, в чем дело, мы сейчас только с вами переговорили. Вас, говорит, специально послал, говорит, Акаев, чтобы, говорит, отвести глаза. Вы сейчас с нами, говорит, так, вроде ведете переговоры, а на наших ребят, говорит, бросают бомбы в ваши самолеты. Ну, жить-то хочется. Тогда компьютеров не было, 99-й год. Я сразу сказал, подождите, говорю, у Кыргызстана нет военных самолетов. В 91 году все самолеты, недобросовестные наши вот эти, в кавычках, соотечественники, с их позволения, все угнали в Свердловскую область. Наши самолеты были. Другие страны оставили постсоветские, а Кыргызстан лишился своих самолетов. Поэтому у нас нет военных самолетов. Поэтому позвольте, говорю, сейчас позвоню президенту Кыргызстана. Тогда впервые я увидел спутниковые телефоны. Я позвонил в приемную Аскара Акаева. Взяла секретарша. Извините, говорит, Тусумай Бакирович, говорит, а президент ушел домой. Я говорю, здесь вопрос жизни и смерти. Дайте номер президента домашний. Мы не можем, говорит, дать. Если, говорю, вопрос жизни и смерти, меня могут убить. Нет, не можем дать. А потом я взял телефон, опять по спутнику набрал телефон министра национальной безопасности месье Ширкулова. Я говорю, месье, я вам сейчас только час назад докладывал, что они из Кыргызстана уйдут, что потом я приеду в Таджикистан и будем освобождать и кыргызов, и японцев. А сейчас почему бомбу вот бросают? Кто это бросает? Он говорит, Туке, это не наши, ты знаешь, говорит, у нас самолетов нет, это узбекский военный самолет. Так остановите их. Мы не можем это остановить. Они не послушаются нас. А что я должен? Меня же убьют. Ну, убеги, говорит, оттуда. Я говорю, вы что, дурак, что ли, говорю? Меня внутри охраняет Талибан, исламское движение Узбекистана. Убеги. Если даже убегу с Кабула, с столицы Афганистана, 25 километров от Кабула,
Талибан воюет с Северным альянсом. Куда я убегу? Не знаю, и бросил трубку. Мне вот пришла мысль, подожди, есть у меня телефон еще японского посла в Кыргызстане. Я им позвонил. Эти ждут маджахеда рядом. Они хотят меня убить. Вы еще этот третий звонок делаете. А я рядом с ним сижу, еще звоню. Жить-то хочется. Я говорю, господин посол, говорю, ваши, говорю, соотечественники живы. Сейчас переговоры здесь закончились. Я вернусь в Таджикистан и освобожу ваших соотечественников. Но одна большая проблема появилась. Какая? Я говорю, Узбекистан бросает бомбы на территории, где есть маджахеды исламского движения Узбекистана. А чем я могу помочь? Они Кыргызстан не слушают. Япония послушает. Поэтому международный скандал сделайте, пусть Узбекистан остановит военные бомбардировки. А потом позвонил CHK, NHK, вот эти все японские тележурналисты, газеты, все визитки дали, как японцев освободите, позвоните, говорит, нам, Сюинчу, говорит, хорошо, всем начал звонить. Сделайте скандал. А этим маджахедам уже понравился мой разговор, потому что я прошу остановить бомбардировки Узбекистана. Вот так и остановил. Вот я вспоминаю этих заложников. И эти сейчас 199, как утверждает Израиль, а как Хамас утверждает 250 заложников, сидят тоже ждут, когда освободят. Очень тяжело это, Нурсеид. Это каждый день. Ждать, когда те, вот, когда я освобождал первых 5 заложников, 2 лейтенанта мне рассказали. Оказывается, вот Азаттык на узбекском языке, Азатлик, каждый день передавал новости о моих переговорах в Афганистане с Талибаном и исламским движением Узбекистана. И вот они узнали, что переговоры закончились, что я иду в Таджикистан, приеду в Таджикистан. Маджахеды знали. Но они 2 лейтенантов взяли с ведрами в горах Таджикистана картошку копать. Они идут, вот, потом они рассказывают, когда их освободил, в самолете рассказывают, знаете, говорит, таджики, говорит, мы с ведрами идем, говорит, по горам, рядом вооруженные маджахеды, и мы прощаемся друг с другом. Какие картошки в горах? Нас сейчас расстреляют. Потом увидели картошку, ура, закричали, говорит, и эти маджахеды смеются. Вы что, думали, что мы вас убьем? Копайте картошку, говорит. Вот они каждый день ждали. Сейчас я представляю вот 200 заложников, которые у Хамас. Надо отпустить их, заложников. Мирные, невинные граждане ни при чем здесь. Я всегда, вот даже когда Джордж Буш-младший сказал, что будет воевать с Ираком вместе с Томом Блэттоном, вот, английским премьер-министром, я тогда был одним из организаторов антивоенной акции протеста в столице Бишкек, в нашей столице. Мы на площади делали. И тогда я обратился к Джорджу Бушу-младшему. Если ты мужик, чтобы не погибли мирные граждане, дети, женщины, если ты мужик, то выйди 1 на 1 с Саддам Хусейном. Кто из вас победит, тот прав. По-мужски. Вот это прозвучало у меня на этой акции протеста. Там еще цитировали меня. Потом еще американское телевидение приехало, ABC. То же самое я сказал. Ну что это? Из-за этого дурака, говорю, я не весь американский народ, говорю, ругаю, я только вашего президента ругаю. Потому что я вот как политик, говорю, осуждаю его действия. Зачем воевать, если по-мужски можешь решить? Если какие-то проблемы есть с Саддам Хусейном. Ну, оказывается, потом мне с Америки позвонили, ну, ты дал, говорит, интервью. Я думал, режут, показали, как полное мое интервью в Америке. Вот демократия, думаю. Поэтому сейчас надо бороться за освобождение заложников. Я думаю, если Хамас сейчас отпустит, он только сейчас возвысит себя в глазах мировой общественности. Только получит плюс. Только плюс получит. Ни один заложник не должен погибнуть. К сожалению, вот в ходе израильских бомбардировок, оказывается, погибли несколько заложников, но это уже вина сионистского режима, который ведет ковровую бомбежку. Без разбора все бомбит. 700 детей в один день погибло в больнице этой. И куда годится это? Надо же, каким надо быть человеком для этого? Вот я уроженец Баткена. Я вот знаю на себе, что такое война. Когда там все твои родственники живут на границе, и когда начинается война, они всегда готовы вот уехать, да, в любую ситуацию, потому что у них чемодан под кроватью, и в любой случай они готовы взять и уехать. Когда началась вот ситуация с Баткеном, когда с Таджикистаном на границе. Это вы говорите последний год или да, ту войну, которую я говорю, 99-го года? Последние годы, потому что я-то молодой, застал только вот последние годы прям хорошо, и тогда был такой момент, я
просто слезы не выдержал. Я, короче, сижу себя в комнате, я такой, я хочу поехать на войну, я хочу, короче, защитить всех, кто там, потому что мне было больно. Я участвовал в информационной войне, я тогда работал на телеканале «Пирамида», и как раз-таки боролся с вот этими фейками, потому что нам нужно было свою информацию выстраивать. А то, что они говорили, то, что мы там кого-то убили, и я с этим боролся, сам лично сталкивался, и вот я понимаю, да, что такое война. И мне вот поистине очень сочувствую всех палестинских мусульман, которые страдали вот за все эти годы, и последняя ситуация для меня кажется, вот она такая финишная черта, которая может помочь изменить ситуацию, изменить все эти годы унижения, потому что я осуждаю действия Израиля вот за все эти годы, которые они совершали. У нас подкаст, так как это подкаст, это не интервью, я тоже имею право высказывать свое мнение. Я не журналист, да, вот вы очень часто говорите журналист. Ну, я же себя лучше люблю говорить не журналистом, а просто человеком, который хочет записывать. Начинающий журналист. Идет по стопам отца. Ну, это по-любому, да. Тут уже я не могу ничего против сказать. И вот такой вопрос и тему хотел бы с вами обсудить. Война, что сейчас происходит и когда же она закончится? Вот ваше мнение, ваш анализ. Война, не знаю, она может длиться хоть 100 лет, да? Сейчас вот твои размышления как молодого поколения, тем более из Баткенской области, навеяли меня на следующее размышление. Вот мы в предыдущем отрывке отвечали на вопрос о Хамасе. Вот ты сейчас ответил как хамасовец. Им тоже было больно смотреть на гибель детей. Я поэтому их эти с оружием. Мощнейшая армия Израиль. И здесь безоружные палестинцы. И каждый день убивает, расстреливает. И как он, представитель Хамаса, будет это молча терпеть? Ну, если там, который, как у нас тоже. Эркексами говорят же у нас, ты мужчина или нет, кыргызов? Ты мужчина или нет, к нему обращались, наверное, к хамасовцам. Он должен был это отреагировать. Потому что власть наделена в секторе Газа у них. И они должны были отвечать за своих соотечественников, за своих граждан. И еще одно пример с кыргызами. Вот опять же, кто не знает историю присоединения к России, Кыргызстана, думают, что добровольно все кыргызы присоединились. Но нет. Вот как раз южные кыргызы не добровольно присоединились. Их оружием присоединили. И здесь большую роль сыграли северные вот эти рода, которые помогали русским. Есть исторические документы, когда за то, что они пленили, убивали южных кыргызов, получали золотые халаты. У меня даже есть инсайт. Мои прапрадедушки участвовали в этом. Да. Мне передавали информацию, я вот это знаю. Наверное, твой дедушка, наверное, участвовал в этом, в борьбе красно-белой армии, наверное. Это еще раньше, да, когда еще Россия раньше. В 19 веке. У меня просто все дедушки, они были военными всю жизнь. Да. Вот тогда российский император давал халаты, там исторические документы есть. Офицерские звания, 100 рублей, 50 рублей, вот так написано, за то, что помогали покорять южный народ. Я к чему это говорю? Не так, у меня нет трайбалистских намерений. Я, наоборот, очень много переживаю за то, что 1916 год Иркун так и не назван геноцидом. Очень много киргизов с севера Кыргызстана погибли. Ведь русская армия преследовала их вплоть до Китая. Вот эти горы все наши, усланы косьми предков наших соотечественников, которые живут в Сыкульской области, Чуйской, Нарынской области. И здесь, я говорю, трайбализм нет болезни, я, наоборот, сочувствую за весь кыргызский народ. Но вот здесь хочу параллель провести с другим мусульманским народом, с палестинскими арабами. Вот история Курманджи-Датхи. Когда генерал Скобелев, другие покоряли юг Кыргызстана, те русские солдаты, которые стояли на посту, они отрезали косу Курманджи-Датхи. Это смертельная обида кыргызу. Когда чужой мужчина, тем более иноверец, касается твоей женщины, еще отрезает часть волос, волосы считались как... Да, она Низа сказала, вы что там, обратился к джигитам своим, и они убили российских этих солдат. То же самое, посмотрите видео до войны Хамаса с Израилем, когда швыряют женщин мусульманских в Аляксе мечети, когда автоматами бьют, когда стреляют в женщин. Просто в хиджабе идет женщина, показалось подозрительно, застреливает. И видно, это видео везде есть. Я не знаю, почему не заблокировал соцсети эти видео. Как может мужчина на это реагировать, тем более мусульманин?
Ладно, мы знаем, что сейчас мораль в Европе, в Америке упала, там появились там ЛГБТ и так далее, вот эти все развратники. Но у мусульман-то нет этого. Честь женщины на первом месте. Даже есть хадисы, когда к Умару ибн Хаттабу обратилась женщина из одной римских провинций, что ее мусульманку в тюрьме держит и унижает. Он же послал войско туда. А здесь перед глазами. Я говорю, это как Соколовский район, говорят. Я сам не измерял, но действительно, говорят, 10 километров в длину, 41 километр в ширину. Это маленький клочок земли. Вот там же видно, как издевается над детьми, над женщинами, как убивает. У нас в Кыргызстане китайцы удивляются, всегда говорят, Кыргызстан такой маленький, наверное, все друг друга в лицо знаете, по именам знаете. А то же самое здесь сектор Газа. Наверное, все лицо друг друга знают. И вот такие вещи происходят. Какой мужчина это вытерпит, тем более мусульманин? Ведь в Коране, в хадисах говорится, тот мужчина, который не смог защитить свою маму, жену, сестру, дочку, попадет в ад. Есть определение «даюс». Он попадет в ад. И это знает каждый мусульманин, даже пацаны маленькие знают. И специально так и провоцирует. Поэтому я не оправдываю, я еще раз говорю, захват заложников, но то, что Хамас вышел защищать свой народ, я оправдываю. Вот знаете, отложим вот первый вопрос чуть подольше, у меня появился другой. Вот есть, наверное, вот в информационной войне очень много информации, и вот одна из них, там говорится о том, что Хамас не дали уйти своему народу, сбежать, и их поймали как живой щит, использовали, чтобы войти воевать. Вот такое мнение ходит, и оно очень популярно, я вот как понял. Эта идея распространяют сами сионисты. И, во-вторых, к сожалению, Кыргызстан принял около 300 тысяч дезертиров российских, которые сбежали от войны. И они здесь сами сбежали от войны и теперь поддерживают Израиль и убийство мирных палестинцев. Один из них недавно вот был жутко осужден и извинился, кстати, как раз-таки. Есть блогер, не хочу его имени называть, есть блогер, который приехал тоже беженец, и он типа блог вел и здесь стал популярным. За наши деньги рекламу, не рекламу вел, и он взял и высказался в поддержку Израиля, назвал палестинцев террористами. Так. После чего все наши звезды медийные осудили, и на него полился весь кыргызский хейт. Во всем правильно. А потом он извинился. Ну, это мало извинения. Вот я про это же говорю. Да, потому что такие друг на друга смотрят. Не чтобы спасибо сказать, что Кыргызстан приютил этих дезертиров, и они плюют в колодец, откуда пьют. Это только дурак может плевать в колодец, сам же будешь пить там. Живешь в Кыргызстане. Вот вы говорите, дом купил здесь, все, разбогател здесь. Он сейчас в России не хочет, здесь ему хорошо. Но живи спокойно, уважай нашу религию, ведь мы мусульмане, кыргызы. Здесь же не израильская территория, Кыргызстан. Я сейчас говорю о других. В Фейсбуке вот есть, например, Мария Вихрева. Она уже на Аллаха с оскорблением кидается. И вот она одна из тех, которые говорит, что прикрывается живым щитом. Я вижу это. Все, кто с России сбежал, кто обосновался в Кыргызстане, в кыргызском сегменте социальных сетей, они об этом говорят. Ну, а включаешь Евроньюз, включаешь другие вот эти же международные каналы, там уже идет вовсю обвинение Хамас, что они прикрываются живым щитом. Это и американские телевидения, и это и европейские. Даже Евроньюз, который я уважал, не удержался от того, что кривобоко, однобоко начал давать информацию. Я хотел бы сказать, вот почему Хамас просит не покидать сектор Газа. Я на самом деле понимаю, почему. Потому что за кого тогда воевали? Если уходить, то это значит, ну, типа, мы уходим, мы отдаем вам земли. Логика отличная, правильная. Любой здравомыслящий человек как-то ответит. Так же и в Баткене было. Поэтому многие сейчас осуждают. А почему Иордания, Египет отказываются принимать палестинских беженцев? Там сотни тысяч беженцев во всех странах, и в том числе Ливане, в других арабских государствах, даже в Египте, и в Иордании тоже, которые сейчас соседничают с Израилем. Но Иордания и Египет отказались по той же причине, что ты назвал. Во-первых, они говорят, они покинут свою историческую землю, во-вторых, война усугубится. Потому что уже оттуда Иордания и Египет должны уже вместе с этим палестинцем воевать с Израилем. Там не успокоятся убежавшие с сектора Газа. Как покинуть родину? Вот поэтому вот я вам один сейчас исторический ракурс приведу. 2015 год. Кыргызский парламент. Обсуждается закон о возвращении этнических кыргызов.
И почему-то мне достаточно опытным законодателем посмотреть, где ошибка. Смотрю, сплошь по законопроекту проходит мысль. Если кыргыз возвращается на историческую родину в Кыргызстан, то ему такие-то условия делать. Я встаю, я говорю: уважаемый Турага, уважаемый член правительства, которые инициировали закон, уважаемые депутаты, вы что, какой закон принимаете? Немедленно исправьте слово. Как может быть кыргыз, который всю жизнь жил в Мургабе, Джиргетале, возвращаться в Кыргызстан, когда ни он, ни предки его не жили здесь? Как Китай и кыргызы, которые живут на исконных кыргызских территориях, они приезжают на историческую родину в Кыргызстан. Кыргызстан не историческая родина. Поэтому я говорю: да простят меня соседи, говорю, но все империи когда-нибудь разрушаются, рухнут, как и СССР, Югославия и так далее. Государство распадается. И тогда, когда будет государство распадаться, а мы сказали историческая родина Кыргызстан, как кыргыз, живущий в Китае, докажет, что это его земля, его предков. Если он оттуда уйдет. Да, он признает исторической родиной Кыргызскую республику. Никогда Кыргызстан не был его исторической родиной. Они там жили, кыргызские земли. Поэтому названия там все кыргызские. Как кыргыз, который жил в Мургабе, Джерикеталском районе Таджикистана, если потом отделяться, обретет независимость, как он докажет, что это его земля? Если скажешь, ты на историческую родину уехал, Кыргызстан, вот Кыргызская республика твоя родина. Как в Узбекистане, живущие на кыргызских землях, докажут, что это их земля. Поэтому вы рубите сук, на котором сами сидите. Немедленно измените, напишите: возвращение этнических кыргызов в Кыргызскую республику. Не пишите историческая родина. Потому что историческая родина – там, где они проживают. То же самое сектор Газа. Сейчас, вот перед этим мы с вами вначале сказали, что согласно сионистской, сионистской программе, плану этого режима, который Нетаньяху сейчас в Тель-Авиве, они хотят уничтожить, вот как Гитлер, как Сталин, уничтожить человека, чтобы не было проблем. А здесь уничтожать целые народы. И Гитлер, и Сталин этим занимались. Вот Кыргызстан, сколько кавказских народов были переселены. Кроме кавказцев, немцы были переселены к нам. Те же евреи, корейцы были все переселены. Гитлер тоже так переселял многие народы. Либо уничтожал их в концлагерях, сжигал в печах. Израиль перешел на этот метод. Сейчас последнее заявление Нетаньяху и министра обороны, и других министров его правительства: надо, говорит, уничтожить сектор Газа. И даже Лайман, который всегда считал мудрым евреем, его посты всегда в Фейсбуке пропагандирует, он тоже самое советует. Я думал, он умеренный еврей, ортодоксальный еврей, он тоже советует. Израиль никогда не избавится от этой проблемы войны, пока не уничтожит сектор Газа. На тебе, говорю. И это мирный еврей, который я уважал. Мудрый еврей, который раздает совет налево-направо. То есть они сейчас планируют уничтожить сектор Газа. И если сейчас с сектора Газа люди уйдут, то они облегчат работу израильским войскам, спецслужбам. И тогда сразу еврейские поселенцы побегут туда. Ведь и так еврейские поселенцы были расселены на всех захваченных арабских территориях. На территориях Иордании, на территориях Сирии, на территориях Палестины. И весь мир молчит. А здесь на тебя сектор Газа освобожден от населения. И вот под этим причинам они говорят: срочно уходите, говорит, на границу с Китаем, где вот этот контрольно-пропускной пункт. Иначе, говорят, мы здесь сейчас наземную операцию будем проводить, и вы можете там быть, погибнете. Это одна из причин, почему их хотят под якобы наземной операцией убрать с севера сектора Газа, чтобы освободить для израильтян. А сейчас, если они действительно покинут сектор Газа, вот говорят: идите в Египет, идите в Иорданию, то пустой сектор Газа будет отдан именно еврейским поселенцам. И это будет еще одно из осуществлений сионской программы. А потом они возьмутся за западный берег Иордана. То есть нет народа, нет проблемы. В общем говоря, они на этом не остановятся. Нет. Вот хочу задать вопрос, который волнует, наверное, любого жителя нашей планеты. В принципе, наверное, уже загадываетесь, вот то, что будет ли Третья мировая война и вся эта геополитика. Все страны разделяются на два лагеря. Кто-то поддерживает Палестину, кто-то поддерживает Израиль. Проходят марши, митинги в пользу той или этой страны, да? И вот такой вопрос. Вы же, наверное, понимаете в геополитике больше, чем простой среднестатистический человек, и мне интересно понять, будет ли Третья мировая война на самом деле, будет ли ядерная война? Есть симптомы этого кризиса глобального. Вот вы сейчас удивитесь, но все это говорилось в Коране
и достоверных хадисах. Вот опять скажут, опять мусульмане хвастаются. Нет. В Коране написано: до тех пор не наступит судный день, конец света, пока не сразятся мусульмане и евреи, и пока мусульмане не победят евреев. Вот поэтому сейчас многие мусульмане ждут Махди, конец света. Вот даже вот они вот так говорят, появились в кыргызском сегменте Фейсбука, Инстаграм, везде и ТикТоки, кыргызские джигиты в колпаках, девушки наши, вот в рот палестинский флаг, и вот так они поют песни о приходе Махди, скорее приходи Махди. Это уже большой признак конца света, согласно нашему вероисповеданию. Есть малые признаки конца света. Например, то, что вот босые скотоводы начнут соревноваться, кто выше построит дом. Это относится и к кыргызам, и к бедуинам, к арабам относится. И кыргызы сейчас строят все выше и выше элитные дома. И Дубай, посмотрите, самый высокий небоскреб у них строится. То есть вчерашние, те, которые погонщики верблюдов, овец, соревнуются в строительстве высотных домов. Это все малые признаки конца света. А вот из больших признаков конца света вот то, что мусульмане с евреями будут воевать. И в этом масло, может быть, эта война не будет началом Третьей мировой войны, но к этому хотят подвести Соединенные Штаты Америки. Заявление нынешнего президента Байдена о том, что они всегда поддерживали, поддерживают и будут поддерживать Израиль, потому что это их самый большой друг. Если не было бы Израиля, мы придумали бы Израиль, говорили другие американские политики, то ясно, что США без Израиля не может. Вот любой ценой он будет спасать Израиль. Поэтому атомные крейсера, авианосцы, все сейчас он стягивает туда. Если Иран, либо какая-то арабская страна встанет на защиту Палестины, сразу Америка применит вооруженные силы. Поэтому они как раз таки не встают. Поэтому арабские страны молчат. Иран еще более-менее там риторику ведет, так бравированную, военную, мужскую риторику ведет. Все равно, если только начнет наземную операцию, мы не будем смотреть спокойно. Хезболлах тоже Ливане говорит, пусть только попробует наземную операцию, мы откроем второй фронт. Но Америка здесь подвела свои войска, еще 2000 солдат послала. Это только начало. Если действительно какая-то страна третья будет вмешиваться, то Америка сюда перенесет все свои войска. На Украину она боится России, а здесь-то России нету среди государств равносильно России. А Украину боится подвести войска, потому что Россия сразу ядерным ударом ответит. Тем более, несколько дней назад депутаты Госдумы отозвали соглашение о запрете ядерных испытаний. Это о чем говорит? Что Россия будет продолжать совершенствование ядерного оружия. Это то, что ответ на наш вопрос. Есть симптомы этого. И война на Ближнем Востоке, и усиление вот, ядерных испытаний в странах, которых у них есть. Ну, поэтому даже Пакистан, заявление Пакистана, если возьмем, но она не говорит, что она применит ядерную бомбу. У Израиля есть ядерная бомба. У 6 стран есть. Из 6 стран у Израиля есть бомба, и в Пакистане из исламских стран. Она не говорила открыто Пакистану, я сейчас брошу бомбу на Израиль. Нет. Она говорит, мы пошлем тоже войска свои в Пакистан, воевать за Палестину. И Талибан это мужики, в полном смысле слова. Я с ними говорил, встречался, вел переговоры с ними. Это человек, который стоит на своем слове. Они говорят арабским странам, разреши пройти через твою территорию в Израиль. И в один день мы сектор Газа и Иордан вернем мусульманам. И Аляксу, мечеть вернем. Арабские страны не отвечают на этот призыв Талибана, боятся. Потому что это будет уже третья страна, которая вмешалась открыто в ближневосточный конфликт. Поэтому война это не стихнет, пока войну сам не остановит Израиль. Если там победят здравомыслящие, если это Нетаньяху, это ястреб военный, он привык все решать военным путем. Вот как он сколько лет в власти стоит, все время приходит, он все решает военным путем. Никаких переговоров с Палестиной, никаких дополнительных прав, никакой автономии. Наоборот, меньше прав делает. Он все привык решить путем, войной. Он как Джордж Буш-младший и как Джордж Буш-старший в Америке. Они все пытаются решить военным путем. А есть дипломатия. Есть еще экономические санкции. Это они не признают. Поэтому Израиль, если остановится, Третьей мировой войны не будет.
То есть, получается, смотрите, у нас есть, получается, два варианта. Либо Израиль придет хорошая власть, которая попытается решить мирным путем, и либо она, наконец, либо одна из стран, ну, эта война не утихнет, либо пока она не уничтожится, пока не произойдет. Но есть третий путь, который предлагает Россия. Вот то, что удивительно, я-то сам сторонник Украины в русско-украинской войне, но Зеленский открыто поддержал Израиль. И еще Арестович из его продвижения. Это тоже такая... Это удивительно. Все руководство Израиля, еще много солдат, которые говорят: о, победа Израилю. Даже мусульманские бригады, которые воюют на стороне Украины, они сделали заявление. Для нас это шок, ведь мы воюем за вас. А вы тут? Да, вот это ваше заявление мы не приемлем. А потом еще лидер Азербайджана Ильхам Алиев тоже сам поддерживает Израиль. Ну хорошо, 2 дня назад то есть Ильхам Алиев отказался от своих слов, сказал, что поддержит Палестину. Вот странно то, что мы поддерживали в армяно-азербайджанском конфликте. Азербайджан высказался в поддержке Израиля, и в русско-украинской войне Украина высказалась. Ну, понятно, что в Украине сейчас правят евреи. Может быть, весь украинский народ здесь не причастен к его заявлению, но то, что он от имени Украины заявляет, это очень ударило по мусульманам. И очень многим, особенно в Кыргызстане и в Средней Азии, вот в Казахстане очень сильно поддерживают Украину. Шок. Многие сейчас пересматривают свою позицию. И здесь прозвучало заявление Путина в поддержку Палестины. То, что взорвало сердца Израиля, гнев у них появился, почему Путин поддерживает Хамас. Значит, Россия сама говорит, Хамас натравил на Израиль. Нет, я думаю, что Россия не до этого. Россия сейчас везде собирает оружие, чтобы с Украиной воевать. Даже вот с КНДР берется. Ким Чен Ын, он тоже дает свои патроны последние. Наши тоже, тайком, наверное, вот эти среднеазиатские республики тоже дают. Но здесь сейчас вопрос в том, что Израиль согласится ли на образование арабского государства Палестины, то, что Путин предлагает. Вот это предложение сейчас подтвердили многие страны. А давайте вернемся к резолюции ООН от 29 ноября 1947 года, где говорится о 2 государствах, еврейском и арабском. Если вот это победит, то Третьей мировой войны не будет. Это третий путь. Вы 2 пути назвали, а вот это третий путь. Если США, Израиль и поддерживающие Израиль члены НАТО согласятся, что да, должна возникнуть, появиться арабское государство, законное государство Палестина, то все, вопрос исчерпан. Сектор Газа, западный берег Иордана, другие оккупированные территории Палестины отходят к Палестине. Еще обязательно то, что указано еще при Лиге наций, в договоре, первом договоре по созданию, то есть по решению Палестины Лигой наций, предтечи ООН, еще там обязательно должен вернуться международный статус Иерусалиму, что это не столица Израиля, что это международный статус 3 религий, свободный город. Угу. Ну, этот вариант выглядит симпатично. Это симпатичнее. Вот поэтому говорю, все опять упирается в Израиль и его этих друзей. Если они свои вот эти аппетиты военные умерят, хорошо. У нас тоже столько... вот в самом начале вы правильно сказали. За 50 лет они такого не видели, израильтяне. И сейчас видите, какой ужас у них. Сирена, и все израильтяне в пух-прах бегут. У них шок. Такое состояние, вот, которое истерики. Поэтому они тоже не хотят обострения. И если вот этот вопрос, приемлет эта власть, если израильтяне выберут другую власть, которая будет более мягка, и создастся государство Палестины, этот вопрос исчерпается. Ну, может, нас послушают израильтяне? Ну, если кто-то из израильтян послушает подкаст, если до них дойдет. Я думаю, то, что на русском языке идет, у нас в Израиле очень много русскоязычных. Если они послушают, действительно, если они переехали от нас, от Средней Азии, с Украины, с России, с Молдавы, с Прибалтики. Почему? Они хотели сытной, хорошей жизни. Но они не хотели войны. Сейчас уже сколько информации, что погибают те израильские солдаты, которые переехали отсюда, из бывшего Советского Союза. Поэтому им тоже нужен мир. Они хотели туда из-за этого на землю обетованную. А земля обетованная должна быть и у арабов тоже, палестинских. Ох, очень вот... Думаю, мы разобрали вдоль и поперек вот ситуацию с Палестиной и Израилем. Иншаллах. Да. И вот перед завершением у меня есть один вопрос, ну, не совсем про Израиль и Палестину, просто который меня заинтересовал. Вот вы, наверное, встречали в соцсетях дипфейки
в которых там, типа, вырезали слова Зеленского, где он говорит, типа не будет Украины, будет большой Израиль. Ну, он, конечно, другое говорил, но вырезали из контекста. И, по крайней мере, вот, начали выходить другие видео, где там на улицах Украины там все переделывается под израильское. Вот насчет этого, это правда, неправда? Как в это веришь? Ну, это, я думаю, очень к нашему сегодняшнему обсуждению подходит. Подходит, эта тема одна. Потому что мы знаем, что Израиль помогает Украине больше, чем Россия. Даже намного больше помогает Украине, чем Россия. И в армяно-азербайджанском конфликте, странно, он поддержал не христиан, армян, а поддержал мусульман, Азербайджан. Вот почему? У меня нет ответа. Это в том, что у Израиля есть план «Большой Израиль». Может, у Зеленского это так, может, скомпонировали там разные. У Израиля есть такой план. И они ведут большую работу, поэтому есть такие понятия, как в истории хазары. Мы всегда считали, что это тюркское племя, наше племя, тюркоязычное племя. А вот даже, ладно, пусть говорят, тюркоязычное будет, но они говорят иудейское вероисповедание. Еврейские идеологи, ученые, даже сионисты говорят. Это, говорят, евреи. Хазарские племена были на юге России и на востоке. Вот, говорит, поэтому Украина – это, говорит, территория бывших хазарских племен. Поэтому зачастили еврейские эмиссары в Украину. Даже война идет, это не отпугнуло. Евреи обычно боятся. А здесь война идет, они поехали в Умань. Потому что там какой-то раввин умер, какой-то у них крупный идеолог. И они говорят, здесь возрождение опять еврейского народа в Украине. Поэтому у них есть план, которым Зеленский подыгрывает. С Израилем быть в хороших отношениях. Да, мы приютим евреев. Там в маленьком Израиле там не все приютятся. Пожалуйста, Украина огромная, чернозем, номер 1 чернозем в мире. Еще Азербайджан. Вот хазары, азери, говорят, от одного слова, хазар. Тоже, говорят, потомки хазарских племен. Еще в Азербайджане живут потомки их, горские евреи. В Дагестане, в Азербайджане живут горские евреи. А евреи Израиль считают их своей частью. Вы видели там, когда документальные фильмы вот идут сейчас о Хамас и Израиль, там и черные солдаты воюют на стороне Израиля. Это эфиопские евреи. То есть для них главное уже не цвет стал, не страна, а главное то, что иудейское вероисповедание. Эти эфиопы, иудеи, эти хазары, потомки хазаров, иудеи. Вот поэтому они хотят вот увеличить свое присутствие в этих странах. То есть, как мы вначале затронули евреев по всему миру, и по чуть-чуть. А здесь уже есть историческая основа у них. Думаю, вот вся эта информация должна лучше послушать всю Но эту у меня информацию. одна надежда есть, что все-таки украинский народ, он еще был не только как потомки хазаров, но еще там 300 лет владычивали монголы-тюрки, монголо-татарское, там монгольские тюркские племена, поэтому они на нас похожи, темноволосые, темноглазые, темнобровые. Еще 500 лет владычествовала Турция. Поэтому все-таки мнение Зеленского, только мнение Зеленского и его еврейского окружения о том, что они поддерживают Израиль, я думаю, все-таки украинский народ поддерживает Палестину. Потому что они сами сталкиваются с тем, что хотят лишить их родины, оттяпать их землю. И давайте вот на концовку затронем такую тему, как можно поддержать Палестину. Какие пути есть по поддержке Палестины? Для многих будет новость, наверное, что в Бишкеке живут выходцы из сектора Газа, палестинцы. Да? Есть палестинцы из западного берега Иордана. Есть и со столицы автономии палестинцы. Хотя посольство Палестины в Кыргызстане находится в Ташкенте совместно с Узбекистаном, но палестинцы у нас есть. Они всегда присутствуют на наших акциях протеста против Израиля. У меня была вчера встреча с ними. Они тоже с этим вопросом пришли. Вот. Мы живем в Кыргызстане, как можете помочь Палестине? Мы обсудили с ними. И как же? В первую очередь они говорят, мы читаем, говорят, в социальных сетях очень многие кыргызы хотят пойти воевать, говорит, за нас. Воевать не надо, говорит. Там есть кто воюет, говорит, палестинцы. Сами, говорит, за свою землю воюют. Нам другая помощь, говорит, нужна. Вы видели, говорит, что Израиль ковровой бомбежкой разрушил все дома. Все высотные дома, все вот эти одноэтажные, двухэтажные дома.
люди оказались на улице. А после того, как начал Израиль уничтожать больницы, говорит, не только здоровые люди, тяжело раненые на улице, говорит. Нам нужны, говорит, медикаменты, нам нужно продовольствие, нам нужна одежда. Даже если ничего нет, то, говорит, пожалуйста, говорит, хотя бы кыргызские колпаки, говорит, кыргызские юрты отправьте, чтобы люди не оказались на улице. Говорит. Вот это будет ваша помощь, говорит, будет. Как мы можем, где мы, вот, допустим, для зрителей, которые хотят поддержать, я думаю, таких очень много, у нас в Кыргызстане тоже, где собирать вот информацию обширную, куда это отправить? Вот сегодня только мы разместили объявление, мой заместитель, пока я здесь даю интервью, он должен был разместить видеообращение в соцсетях Facebook, YouTube, TikTok и Instagram о том, что мы в следующую субботу, 28 октября, в 11 часов, там, где власть нам разрешает, в сквере имени Горького проведем митинг в поддержку Палестины. И там будут объявлены благотворительные организации, желательно, конечно, кыргызские, и счета, куда могут и открыто, и тайно переправить деньги. Потому что многие наши миллионеры имеют общую связь с Америкой, с Израилем, они боятся открыто поддержать. Но если они себя чувствуют мусульманами и сострадают Палестине, они могут тайно на эти счета переправить. Это будет все в субботу озвучено на митинге в сфере Горького. И еще. Какого числа вы сказали? 28 октября, субботу, следующую в 11. Да. Так, к тому времени наш подкаст выйдет, но как только появятся счета, мы их укажем под описанием, вот все эти счета, куда вы можете поддержать. Они появятся в описании, потому что подкаст выйдет раньше, чем 28 число, но смотрите под описанием 28 число, ждите, можете зайти 28 числа обратно пересмотреть подкаст. Благодарю. И в этот щит помочь палестинцам. Я лично тоже хочу помочь, думаю, нас много. Вот. И второе. Никто не безучастен. Все, даже не мусульмане, христиане хотят помочь, атеисты хотят помочь. И я сейчас читаю в Фейсбуке, два поста прочитал, там предлагают счета в каких-то российских банках. Вот это сомнительно. Да, я сразу сказал, мы туда не будем пересылать, а давайте мы где-нибудь счет откроем здесь, и там благотворительные организации показаны в других странах. Ну почему мы можем сами отправить, а зачем нам через другие страны? Так надежнее. Тем более с этим палестинцами вчера имел встречу, я сказал, вы можете прямо так сделать, чтобы наша помощь попала прямо в Палестину, без всяких посредников. Они говорят, слушайте, говорят, мы уважаем, говорят, кыргызский народ, вы, говорят, вообще молодцы, говорят, смелый, инициативный народ, и всегда вы не безучастны, говорят. Мы видим, как, говорят, вы в пограничной войне быстро собираетесь, аккумулируетесь, говорит. Да, говорит, мы просто удивляемся, говорит. Но мы еще удивляемся тому, говорит, что кыргызы здесь, живя, еще в Африке, говорит, открывают колодцы, копают колодцы, выдают воду африканцам, говорит. Вот чему удивляюсь. Значит, вы можете свободно, легко помочь нам. Тем более, говорит, мы своей стороны, говорит, обещаем фотодокументы, говорит. Мы проведем через КПП, говорит, в сектор Газа, и там будет флаг кыргызский, портрет кыргызского президента и логотипы тех организаций, которые помогают. И там будут обязательно флаг Кыргызстана, чтобы палестинцы сектора Газа знали, что это кыргызы, мусульмане помогают. Блин, это самая крутая часть подкаста, я считаю, потому что каждый из нас хотел бы помочь палестинцам. И вот, еще раз напоминаю, 28 числа перезайдите, пересмотрите подкаст, где мы оставим эти счета, сделаем ссылки на эти видео, где вы можете ознакомиться, прийти, отправить и помочь. Да, финансовая помощь, это уже быстрее будет на счета, но помощь медикаментами, одеждой, продовольствием, еще чем хотите, потому что все нужно. Люди оказались на улице после таких бомбежек ковровых. Все, что вы хотите помочь, все будет указан адрес, куда вы можете приносить, и там оттуда все будет грузовики загружаться, и, как палестинцы обещают, они нас выведут именно на те организации, которые прямо проведут наш груз туда, без посредников. Вот это круто. Потому что я понимаю, вот мы с вами начали сомневаться, если в другие страны. Да, вот помните, когда землетрясение в Турции было? Сколько в Ютубе видео, где люди по дороге люди сами вот забирают. Да, да. Вроде потом отчиться мы довезли, они на дороге уже продали. Либо какое-то население по дороге грабит эти гуманитарные даже далеко уходить не надо. С Баткеном тем же самым. Сколько было таких ситуаций, я лично знаю, где просто деньги не доходили. И поэтому это очень сомнительно, очень страшно. Но вот, если появится официально 28 число, еще раз приходим, сделаем добро. Потому что я считаю, что ответственность на плече у каждого мусульманина, даже не мусульманина, у человека быть человечным.
И никто не может равнодушно смотреть на гибель, на разрыв частей детей. Ведь вообще слов нету. вот когда я смотрел фотографии, мне вот реально истинно, я вот прям плакал. У меня слезы выходили, почему эти дети страдают. Поэтому, пока я не расплакался, думаю, мы к завершению пришли. Спасибо. У меня тоже слезы появляются уже. Да. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам на подкаст. Спасибо, что вы помогли раскрыть такую тему. Тема не самая легкая, но при этом то, что вы раскрыли, объяснили, показали, и при этом мы хотим поддержать и будут счета. Думаю, вместе мы сможем сделать этот мир лучше. И делитесь этим подкастом обязательно со всеми, потому что и это информационная война, в которой мы должны показывать факты. И этот подкаст скидывайте как доказательство некоторых мнений, некоторых людей, и вы тоже поддержите. Просто поделиться ссылкой, 2 кнопки. Поделиться, посмотреть, лайк поставить, комментарий написать. Так мы сможем прийти вместе к улучшению, у меня, я и разговаривать, вот смотрю на вас, разговаривать сложно становится. Спасибо, это был Нахта подкаст. Каждый день беру детей своих, ласкаю их, потом представляю палестинских детей, которые лишились родителей, у которых руки оторваны, ноги оторваны детей, которые в крови, и своих детей представляю. Я слез не